Сегодня уже никого не удивишь необъятным Роллс-Ройсом или двухэтажным пентхаусом под облаками. Желание подняться еще на одну ступень роскоши делает запросы обладателей миллионных состояний все более изощренными. В результате рынок VIP-услуг готов монетизировать любую, порой самую невероятную идею. Бассейн на крыше не самая уникальная среди них, но, пожалуй, только в Лондоне могли реализовать ее в таком виде. Водная дорожка на высоте 35 метров стала, как говорится, неотъемлемой частью жилого комплекса Embassy Gardens в районе Баттерси уже на стадии проекта. Было у нее и свое, правда, не очень оригинальное название – Sky Pool. Такой себе мостик между домами, по которому Кай мог бы плавать к Герде в гости. Рассчитали, стали чертить, и тут возник вопрос – из какого материала делать? Архитекторы Стивен Керан и Джеймс Тимберлейк хотели минимизировать использование твердых непрозрачных материалов, поэтому от сочетания стекло-сталь отказались. Глухая болванка между коробками жилых корпусов смотрелась бы довольно мрачно, а хотелось легкости, воздушности и, конечно, экстрима, по крайней мере для тех, кто мог бы искупаться в такой ванне. Так обозначилась и утвердилась идея делать бассейн из прозрачного акрила, материала чрезвычайно популярного при создании больших аквариумов по всему миру. По сути, аквариум и здесь, но здесь же и плавучий мост, поскольку соединяет он коробки двух зданий на уровне 11-го этажа. Отсюда можно наслаждаться видом Лондона или обозревать происходящее в поддонном мире. К слову, запросы тех, кто будет любоваться безупречным брасом или кролем купальщиков, тоже учитывались. Во всяком случае, акриловые панели толщиной 360 мм, образующие дно водоема, и 180 мм по бокам – не препятствие для подобных занятий. Еще одна особенность проекта обусловлена самим расположением бассейна между двумя зданиями. Надо было учесть их отклонение от вертикали, воздействие ветра. Решение нашли с помощью специального кожуха на разнонаправленных роликах, которые позволяют удерживать конструкцию надежно и не слишком жестко. В итоге прозрачный резервуар – это 15-метровый зазор между домами, а кроме него есть еще 5-метровые ванны из стали на каждом из домов, которые обеспечивают дополнительную прочность. Они, кстати, тоже не сами по себе, а соединены двумя 35-миллиметровыми стальными стержнями, которые проходят ниже дна бассейна. В общем, все вроде бы предусмотрели. Вот только архитектурные критики в пух и прах разнесли проект для богатеньких буратин, едва он материализовался. Дело в том, что в жилом комплексе предусмотрена не только элитная, но и вполне демократичная жилплощадь. И собственники последней лишены доступа к бассейну даже за дополнительную плату. Общественности, в первую очередь прессу, особенно взволновало то, что обладатели VIP-абонементов как бы указывают остальным их место, параллельно демонстрируя собственное превосходство. Был бы бассейн где-то во внутреннем дворе, наверное, никто не стал бы поднимать шума. Но тут ведь буквально все на показ. Для современной Европы это равносильно дискриминации по материальному признаку. Правда, даже после многочисленной критики воды бассейна не удалось повернуть вспять. Жилой комплекс сдали на тех условиях, которые и были предусмотрены. Утешением для так называемых менее имущих может быть лишь тот факт, что они не столько лишены доступа к водоему, сколько сэкономили на инфраструктуре. Да и вообще, о чем жалеть? Видели и понимали, что покупали.